Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Я, как всегда, в парке Ходынское поле гуляю, наматываю круги, дышу воздухом, получаю удовольствие от прогулки, от парка, от жизни. Вот. Так, уже дома готовлю себе ужин. Тушу овощи, ну, тут, как всегда, без всяких специй, соли. Так, и еще сырые тут овощи у меня. Так, это мои покупочки, которые я сделала в Ашане после прогулки. Цветная капуста вот докупила. Брюссельскую капусту взяла, заканчивалась у меня. Дальше гречку взяла, но гречку я взяла бесплатно, потому что по баллам. Ну а так вот в пятерочке. А так еще колбаса, сельдерей, корень сельдерея, стебля. Это вот в Ашане сыр плавленый, там игрушки новогодние. Они красивые, синие и серебряные. Мне понравилось декорировать подарки ими, да и в принципе для украшений дома пригодятся. Стоят недорого, то ли 4 рубля с копейками, то ли 5 с копейками. Короче говоря, это очень хорошо. Они прям классные, красивые, милота. Уже несколько раз покупала и на подарки, и себе. Ну вот покупки. Другой день, так за окном, это еще довольно рано, люблю это время. А это чуть-чуть уже время прошло, более светло. Сейчас буду делать тесто для пельменей и мой перекус. Так, варю суп, сейчас включу свет. Рыбный суп варю. Тесто готово, фарш делаю. И, в общем, в магазин ходила. Ужасно, честно говоря, на улице не убрано, тяжело идти. Я с зонтиком. Бесплатный кофе в пятерочке. Убираюсь в холодильнике, не пугайтесь. Не было время, так что предстоит уборка. Все туда скидывалось просто. Вот, вытащила, разложила фрукты. Хлеб. Это вот покупки небольшие, их не показывала. Ну что ж, разобралась, все разложила, все помыла, все полки. Наконец-то. Не люблю беспорядок здесь, но он и так или иначе здесь образовывается. Там колбаса, сосиски, сливки для собаки, сельдерей, в общем, баночки всякие, бутылочки. Вот, сода, чтобы запахов не было. Хлеб сверху пришлось положить, к сожалению, иначе некуда. Ну, здесь собаке суп, мне ему каша, мне овощи, тоже сода. Ну и тут молоко, лекарства, как-то так. Пельмени готовы, разложила по пакетам. Тут еще покупки у меня. Сделала котлеты. Стирку запустила. Вид из окна. Другой день, уже сделала вареники с картошкой. Так, а это на выброс, всякая кухонная утварь ненужная, не использую. Очередная стирка. Так, это все в заморозку пойдет, а что-то в пакет. Вот так разложила, ну что-то заморожено, что-то только будет. Сегодня решила приготовить себе на завтрак манную кашу. Не ела ее уже несколько лет. И готовить ее сама буду впервые. Я почитала, что манку лучше добавлять в холодную воду. Вообще я люблю манку на воде.
Сегодня она будет частично на молоке, но это я добавлю в самом конце немножко молока. Ну, в общем-то, без комочка все получается. Сейчас добавляю какао. И на огонь помешивать буду. Готово. Без единого комочка. Классно. Ну вот, как-то так. Сейчас буду варить кофе в моей любимой кофеварке. Она все-таки просто прекрасна. Кофе здесь получается прям вот как я люблю. Большую редко использую, там мне не совсем нравится кофе. Сейчас фильтр сполосну. То я иногда бывает забываю выключить. Ну просто здесь как бы Wi-Fi розетка, есть таймер, но я таймером иногда пользуюсь, когда вот мне нужно, чтобы меня разбудил аромат вкусного кофе, тогда да, но это не всегда. Так, ну и включаю. Такс. Вот. Отлично. И теперь буду накрывать на стол. Салфеточка такая новогодняя. Лаванда тут в качестве украшения. Делаю бутерброд. Хлеб, томатная паста. Я это все взвешиваю и записываю в калькулятор калорий. Будет плавленый сыр, кусочек колбасы. Тоже все это взвешиваю. Сыр мне этот нравится для разнообразия. Твердый поднадоел уже, честно говоря. Колбаса называется чесночок. И сейчас буду разогревать в ростере. Кофе. У меня сегодня такая в цвет салфетки чашка. Красивая. Маленькая. И, конечно же, свечка. Свечка с вишенкой, с ароматом. Вот. Ну и, в общем-то, бутерброд готов. Буду сейчас завтракать. Еще немножко кофе добавлю. Так, готовлю второй завтрак. У меня крупы всегда по 60 грамм, но здесь была манка, поэтому я по 30 разделила. Это овсяная каша с соусом, с этим самым сосиской. Так у меня готовил папа. Это очень вкусно. Тут я добавила плавленый сыр, можно любой другой добавлять. Соус вкус придает. Короче, кто не пробовал, рекомендую. В итоге у меня все по калориям то же самое, но сегодня получилось разнообразие, потому что манка менее полезна. Так, сейчас я поеду на прогулку и делаю с собой перекус. Это будет омлет. Кусочек ветчины из индейки, помидор и морковь. Ну и сушеные специи. Все это погружным блендером измельчу. И на сковородку. И заверну в лаваш. Ну, кто не знает, я озвучиваю видео. Так, сковородка у меня новенькая. В Хофф покупала. Прорезиненная ручка у нее. В общем, вот так. Сейчас вытащу. Но я второй раз готовлю уже на ней. Я просто решила не ждать, когда остынет. Но тут ничего не пригорело, все в порядке. Сейчас распределю это. Так, у нас так стучат дверьми. Заверну. И будет вкусный бутерброд. Вот так. И чай. Я тоже его пока не показывала в покупках. Черный, зеленый и красный. Возьму на прогулку. Контейнер из Fix Price ученица покупала. Удобный.
Сейчас поеду погулять и пока накрашусь. Я уже крем нанесла и сыворотку нанесла и крем нанесла. Сейчас вот еще добавлю от L'Oréal экстраординарное масло. Что-то я сегодня, видимо, такая погода. Она, кстати, солнечная сейчас, но ужасно сонная. Прям вообще никаких сил нет. И собака спит все утро. Но лучше поехать погулять. Я бы, конечно, и собаку в парк взяла хотя бы в ближайший, но не думаю, что он сильно обрадуется. Да и ведет себя не очень. Хочу скоро возобновить тейпирование лица. Я тут купила мастер-класс по тейпированию, поэтому возобновлю. Все-таки не могу понять. Вот иногда, вот когда я наношу вот это масло, то ли от него у меня бывает глаза как-то воспаляются, то ли что. Ладно, пока буду наносить, потому что в любом случае такой вот эффект свечения – это хорошо. Потому что пока буду тейпировать лицо в течение 2-3 месяцев, обычно бывает результат такой по-настоящему. Вчера не делала, потому что было много отеков. Очень классно пахнет. Аромат потрясающий. Масло. Вообще обалденный. Так, ну что. Теперь BB-крем. Это ж сколько я стала на себя косметики наносить. Раньше так, уходовая какая-нибудь. Ну, я имею в виду гели, много у меня шли для душа. А сейчас все больше наносишь на себя вот такие сверкалочки. Это BB-крем Fares. Ну, у меня, в принципе, все стандартно. Ничего такого принципиально нового. Я вот, что касается там крема для лица, тональников, тушь, вот это все, я стараюсь, уж если нашла что-то хорошее, в основном этим и пользуюсь. Ну, это как дополнительная сверкалочка, отвлекающая внимание от всяких косяков. Так, ну и крем-балет. В принципе, он мне понравился. Вот уже могу сейчас сказать, что довольно неплохой. Вот волосы я в этот раз покрасила как-то ужасно. Я не знаю, то ли я передержала по ходу действия, потому что цвет прям в красноту уходит. Этой краской пользуюсь от Faberlic уже очень давно. Много лет, и что-то вот, не знаю, то ли, может быть, это мне так кажется, надо посмотреть, как еще на камеру будет, потому что, может быть, мне просто так кажется, и свет падает, но с другой стороны, он же не может во всех комнатах так падать. Очень как-то странно. Ну, обычно я держу 30-35 минут, да, там, наверное, минут 40-45 держала, потому что я обычно ставлю таймер, а тут я не поставила таймер. Тут еще видок, конечно. Ужас. Ужас. Стала пользоваться снова
Эвелин тени у меня, которые Crystal White. Ну, сейчас уже, ну, у меня кожа как бы бледная, а зимой еще бледней. Поэтому с декабря, вот с 1 декабря, так сказать, начала снова пользоваться вот этими тенюшками. Летом они, если даже легкий загар, они уже нехорошо смотрятся. Вот. А сейчас они прям такие прозрачные, кристальные. Очень здорово. Это 21 оттенок. Ну а на лето вот у меня Флавера. Ну и опять же Эвелин сыворотка. Сейчас я все надо сложить в сумку. Да, что-то погода у нас прям на балконе все тает. Ну, по крыше стучит. Вот с одной стороны хочется рюкзак взять, а в тот же момент будет с собой ледянка. Понятно, ее можно нести в руках, но не очень хочется. Поэтому возьму, наверное, сумку от Глишко, если в нее поместится все. То, скорее всего, возьму. Заеду еще, ну, зайду в Хов. Но я сначала, скорее всего, погуляю в свое удовольствие. А уже потом пойду в Хов. Как раз таки погреться и сделать покупки. А какие покупки я еще не знаю. У меня просто промокод в этот магазин на 500 рублей. И, соответственно, я планирую потратить. Плюс какие-то небольшие бонусы у меня там есть. Ну, я хотела в прошлый раз, когда я там покупала себе некоторые вещи, я их еще не показала, кстати. Я увидела контейнер, ну типа ланчбокс, только он типа российского производства, ну, герметичный, туда можно суп, например, налить, и он должен держать тепло. И цвет как мне нравится, но я почитала сейчас отзывы и поняла, что хорошо, что я его не взяла, потому что 500 с чем-то рублей были бы под выброс, потому что он не держит вообще температуру никак. Даже люди говорят, в термосумку этот контейнер складывали, но это уже вообще термосумку носить плюс, да, там с аккумуляторами. Но тем более это когда надо аккумулятор на тепло покупать, потому что у меня аккумуляторы на холод, 3 штуки. Но я решила, ладно, не буду, но что именно куплю, пока не знаю. С одной стороны, может быть какой-то новогодний декор, а может быть что-то из текстиля. Посмотрим. Или посуда. Ну, просто новогодний декор — это такое дело сезонное. Можно, конечно, новогодний какой-нибудь фартук приобрести для видосиков, но тоже как бы ради короткого периода времени, не знаю. Посуду, может быть. Я катаюсь с горки. А в этот раз с большой. В тот раз я каталась там, где я обычно люблю ужинать, потому что там никого не было.
Сегодня будний день, и здесь-то народу немного, но сегодня я уже решилась с большой горки покататься. Вот. Потренироваться очень круто. Мне нравится. Шикарно. Ну а теперь время перекуса. Чай, омлет. Вот на этой штуке и тепло сидеть. Иду в Хов и в Ашан. Тут у аквариума, в общем, рыб кормят. Шоу. 2 раза в день такое происходит, насколько я знаю. Сейчас увеличу вам. Вот, смотрите. Класс. Такое зрелище. Пузырьки очень красиво выглядят. Я уже дома. Буду, значит, показывать покупки. Тут, простите, все навалено, потому что уже время позднее. Сейчас главное разобрать все, убрать в холодильник. Я взяла еще, так как в эти выходные у меня в Ашан поехать не получится, взяла вот этот хлеб, заморожу его. Оказался хлеб очень вкусный, он мне понравился. Вот, поэтому решила взять. Состав у него хороший. Цена 25 рублей, но он реально очень классный хлеб. И мне нравится. Также я взяла печень цыплят-бройлеров. Ну, вообще я такое не очень люблю. Хотя вот у меня мама готовила как-то очень вкусно. У меня потом еще и подружки брали рецепт. Мама давала. Но, ну, я как бы иногда ела, но в целом я не фанатка такой еды. В лучшем случае я ем курятину. Сейчас я иногда могу поесть рыбу, но суть в том, что сейчас, видимо, в этом есть необходимость, потому что у меня анемия. Но, правда, анемию я всегда лечу одним и тем же способом, который мне всегда очень хорошо помогает. Но сейчас в связи, скажем так, с известной популярной проблемой, да, мировой, к сожалению, витамина В1 и В12 нет в продаже. А покупать что-то курсом, то дело в том, что я не колю это. Я пью, развожу ампулы в воде и пью. И, соответственно, максимум, что я могу найти, это В6 и аскорбинку. Вот, потому что если я буду покупать и пить вот эти комплексы в ампулах, то я не знаю, сколько мне потребуется на курс, потому что там концентрация минимальная. Ну вот, короче говоря, почему я еще взяла эту печень? У меня стабильно сейчас нехватка еще магния, вот, поэтому магния и, насколько я понимаю, хрома. По-моему, хрома. Ну да, точно хрома. В общем, взяла я магний плюс вот это B6. Ну, B6 я буду в ампулах пить, но помимо этого не повредит и здесь. Просто дело в том, что я последние дни понимаю, что мне как-то очень хочется сладкого. А я сама по себе не сладкоежка. Ну, то есть я как бы к сладкому хорошо отношусь, но довольно спокойно. И сейчас у меня прям организм требует. С одной стороны, я на дефиците калорий, но, в общем, очень странно. Я знаю, от чего это. Вот это именно магний, B6, хром, вот я еще почитала, взяла. Потому что магний B6, который в ампулах идет, я не могу пить. Я, конечно, когда речь касается лекарств, ну, я могу спокойно потерпеть разные неприятные вкусы, но магний B6 это слишком мерзко в ампулах. Это так мерзко. Там такой пахнет так ванилью и настолько приторно-сладкое, что, ну, нет. Стоило 167 рублей в Ашане вот эта коробочка. То же самое можно найти на Аптека.ру за 138, но я не держу на телефоне аптечные приложения, они мне нужны не так часто. И я знаю, что, ну, в общем, я не стала проверять, есть минималка, нет минималки, а набирать что-то еще мне не хотелось. И нужно было срочно. Так, дальше. Да, вот это 119 стоило, хлеб, по-моему, 25, это я сказала 167. Взяла китайский салат, я его очень люблю, но довольно продолжительное время, несколько месяцев, была проблема его купить, потому что
или был неадекватный ценник, и к нему еще вдобавок какие-то адские размеры вот эти, плюс отвратительное качество, то есть все было гнилое, и при этом ценник, ну, более 100 рублей. Я считаю, что безобразие. Ну вот если бы этот был более 100 рублей, я бы еще поняла, потому что он аккуратный, чистый, хороший. Но вот действительно, по счастью, когда мне это особенно необходимо в связи со всем с этим, цена вопроса 79 рублей 99 копеек за килограмм. Ну и я взяла сразу 2. Это прям очень актуально, только я забыла стебель сельдерея посмотреть. Вот. Дальше. Вкусняшку позволила себе Меллер. Соленая карамель. Ну, люблю. Очень люблю. Я не знаю, почему я прикололась по соленой карамели. Вот к ней меня очень тянет. Была акция, так обычно по 42 рубля, здесь по акции 29 рублей с копейками. Да, конечно, фикс-прайс за 27,50, но это разница, к сожалению. Я фикс-прайс 2 раза брала и поняла, что я там брать не буду, даже если они бесплатно ее будут раздавать, потому что, когда раньше девочки говорили, что и косметика бывает отличается, еще что-то, я с этим не сталкивалась. Вот на этом примере я могу точно сказать, фикс-прайс продают, нет, не подделку, а просто уже вот ириски вот эти, которые лежали, они сухие, они растрескавшиеся, и вот этой начинки ее вообще не чувствуется, потому что здесь она прям вытекает. То есть вот в Пятерочке я брала по акции, в Ашане вот взяла по акции 1 штучку. Я могу сказать, что здесь все свежее, а в фикс-прайс я к продуктам претензий не имею. Я как бы не брезгую там взять продукты, но ириски там плохие. Также я тут поранила палец, ну не сильно, но тем не менее. Потребовался пластырь, я, конечно, его дома нашла, в аптечке лежало 2 на тканевой основе квадратных, и они у меня буквально за час, даже с напалечником, ну, просто стали отклеиваться, хотя там ничего такого, прям ранки-то особые, ну, как бы я кожу немножко содрала. Вот. И я тюбик, крем для ног открыла, выдавливала крем, и крышка отлетела, и я поранилась. Ну вот. И потом в дорожной косметичке нашла уже нормальный пластырь, но я понимаю, что мне видео снимать и так далее, и нескольких штук мне не хватит. В Ашане я взяла вот эту штуку из 10 пластырей за 14 рублей. На каждом штрих-код, но там прям подсказка, что вот это вся стоит. 14 рублей с копейками. Дальше что взяла? Я на месяц брала 5 упаковок молока, вот такого, и брала еще большую упаковку, но большую я взяла просто в запас, чтобы было, мало ли что, а это вот мне хватает упаковки на 3 дня варить кашу. Я уже рассказывала, что, в принципе, я человек не молочный, но вот это молоко хорошее, 1,5% жирности, оно, ну, реально нормальное молоко, ничем не хуже другого. А состав молоко нормализованное. Вот. И сейчас я понимаю, что опять же в связи вот со всей этой моей анемией, со всей тягой к сладкому, придется... Ну вот я еще взяла по 17 рублей с копейками молоко, потому что буду пить какао. Какао я пью без сахара, и вообще я пью частенько даже без молока. Но какое-то время я буду пить хоть и без сахара, но иногда с молоком, потому что в какао содержатся компоненты, которые как-то вот это всю и тягу к сладкому притупляют и тому подобное. В общем, то, что нужно. Да. Я все-таки, скорее всего, этот хром еще куплю, капли. Хотя о нем мнения неоднозначные. Считается, что тяга к сладкому, она типа вернется. Но это, знаете, если... подходить не по-умному. Просто я еще почитала, я вот все эти витамины попью, и там овощи я специально купила дополнительно. Я беру брокколи, брюссельскую капусту, цветную, там кукурузу, горошек, все по отдельности. Но я взяла еще по
по-моему, 56, что ли, рублей, вот по 400 грамм лечи, 2 штуки. Так, и я не буду показывать, уже тащить рыбу путасу. Честно говоря, мне хотелось бы вообще отказаться полностью от мяса. И, кстати, я забыла посмотреть соевое мясо. Ну, забыла, ладно, неважно, потом посмотрю. Когда-то я пыталась его есть, мне не понравилось, но сейчас, я думаю, мне бы понравилось. Но сейчас надо с этим конкретно что-то решать, потому что меня это не устраивает, то, что происходит. Потому что я себя могу долго сдерживать, потом все равно организм берет свое, именно прям вот просит сладкое. И мне это прям не свойственно. Поэтому надо с этим разбираться глобально. Были у меня еще покупки к Новому году. Я заходила в Хов и в Ашане кое-что брала, но это я покажу потом. Буду показывать в отдельном видосике. А вот для своей подружки я взяла вот веселая затея марка. Вот эти вот для шариков палочки. Как они, розетки называются. Я взяла себе, и подружка попросила тоже, потому что она в Ашан сейчас не ездит, а у нее маленькие дети еще. Вот, и Фикс Прайс или где-то она брала какие-то наборы с шариками, там что-то бракованное попалось. Ну, короче, она попросила. Они то ли 33, то ли 34 рубля, я уже не помню, там надо по чеку посмотреть. Так что вот такие были покупки. А новогодние, да, я вам потом покажу уже отдельным видео. Ну, а это буду... кстати, нет, стоп. Стоп, сейчас покажу вам еще. Я купила крышку стеклянную, для сковородки. Я прошу прощения, я уже ее опробовала. Вот такая крышка марки «Каждый день». Еще недавно 89 стоила, сейчас уже 96, кажется, рублей. Но ничего не поделаешь, крышка мне была нужна. Но печалька, потому что она диаметром 16 сантиметров. А у меня, я вот себе яишенку приготовила. Кстати, в Хов брала с 50, она 399 стоила, а мне с 50% скидкой вышла сковородка. В общем, делала себе яишенку. Здесь диаметр 14 сантиметров. Ну, я предполагала такую подставу, но ничего не поделаешь, как бы, хоть как-то. Вот так можно накрыть. Да, может что-то капать, ну, ладно, это не так важно. Вот. Ну, потому что, как бы, сковородку тоже непонятно. В Ашане такой нет, только какая-то чуть ли не чугунная. Меня это не совсем устраивает, хотя у меня есть и советские такие сковородки. И, кстати, эта крышка идеально подходит на ковше, где я варю кашу. Так что все в порядке, буду использовать. Ну, а это видео теперь буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До скорой встречи, пока-пока.